Какие решения даются игрокам сложнее всего? Некоторых вводит в панику необходимость задвинуть все фишки в all-in с блефом. Что ж, это и правда непросто, но более частая ситуация за любым столом – выбор между колом и фолдом. Собственно, именно в этом заключается смысл нашей новой рубрики. С вами Академия покера. В новых видео мы рассмотрим 4 раздачи, в которых один участник ставит другого перед непростым выбором – заколировать или выбросить карты. Мы же предлагаем испытать эти непростые эмоции с героями, а заодно проверить, сколько решений профессионалов вы сможете прочитать. Подпишитесь на канал, чтобы первыми смотреть наши новые видео. Первая раздача. Airball получает карманных тузов на кат-оффе и открывается до $500. На баттоне 3 коин коллирует с неизвестной рукой. На малом блайнде Дилан с одномастными дамой и пятеркой тоже кол. Марианна на большом блайнде с одномастными королем и семеркой. Рэмпейдж на позиции третьего блайнда. Есть такая позиция в некоторых играх в казино Хастлер. Большой и малый блайнды ставят по $100, а третий — 200. Но зато против других блайндов он действует в позиции. Рэмпейдж также уравнивает с одномастными шестеркой и тройкой. Флоп. Дама валет 10. Естественно, все, кроме Airball'а, капнуты на туз-король и на карманные дамы, валеты и десятки. То есть ни у кого из соперников Ника нет топового стрита или сетов. Все чекают. Airball ставит 1000, меньше половины банка. 3 коин. Неожиданно объявляет рейс до 5000. Странно, ведь пока его можно положить только на доперы. Или он все же заслоуплеил десятки или валеты. А может, готовый стрит 9-8? Загадка. У Airball'а нет мотивации рейзить дальше. Ведь на такой доске и по такому экшену его тузы превращаются в блеф-кетчер. Кол. Терном выходит пятерка. Технически бланк. Но пика открывает возможное флэш-дро. Правда, явно не флэша опасается Ник в данный момент. Он чекает, предлагая агрессору продолжить, но тот вдруг останавливается и чекает следом. Что вообще происходит? Ривер. Еще один бланк. Четверка. Airball ставит 10 000. Похоже, он предположил, что соперник полублефовал со стрит-дро. Но 3 коин заряжает рейс all-in до 88 000. Итак, Airball. Кол или пас? Вот и первая возможность проверить себя. Ставьте видео на паузу и пишите в комментариях, что по-вашему выбрал Ник. А теперь ответ на вопрос. Что сделал Ник в раздаче? Ник дисциплинированно сбрасывает лучший в покере стартер. Это всегда сложное решение, и во многих случаях тузы ловят блефы. Только есть ли они у оппонента? Тот показывает разномастные валет и 5. Допер. Сумасшедший рейз на флопе со второй парой и чек-бихайнд на терне после доезда в 2 пары. Странный розыгрыш, но Airball может быть доволен своей игрой. Отметим, что останься в раздаче Дилан, он мог бы сорвать куш с допером старше. Но актер в чудовищном даунстрике. Его сильные руки стабильно влетают в нации старше, а топовые связки он собирает только теоретически, после фолда на ранних улицах. Следующая партия. Джанглмен на баттоне открывается с разномастными тузом и королем. Марианна делает 3-бет до 7000 с неизвестной рукой. У Питера на третьем блайнде 8. Он коллирует в холодную. Очень спорный прием в теории. Но мы не в теории, а за столом Хастлер, где нет границ фантазии. Еще удивительнее, что Джанглмен находит фолд. Банк раздут 2 соперниками, у него целый туз. Естественно, это ирония. Его пас как раз правильный, просто не вписывается в логику игр в этом казино. Выходит сказочный борт для агрессора. 3 четверки. У Марианна не капнутый диапазон, в котором есть все топ-пары от тузов до десяток. А значит, у него готовые фулл-хаусы. Правда, их всего 30 штук, с девятками 36. А неготовых рук только из Бродвея 160. Марианна ставит $4000. Четверть банка. Питер кол. Такую цену он радостно платит. Терн, 6. И Марианна заряжает плотный овербет 28 000 в под 24 000. Что будем делать, Питер? Вторая раздача на сегодня. А как поступил Питер? По традиции ставим видео на паузу и пишем в комментариях «Кол» или «Пас». А теперь смотрим, что же сделал Питер.
Невероятно, но Питер выбрасывает full house. Видно, он не слышал про теорему Зиба, которая гласит, что эта комбинация никогда не фолдится. Конечно, это шутка, еще как фолдится. Стоит обратить внимание, что у обоих огромные стеки, и Марианна мог бы зарядить еще один овербет на ривере, вплоть до all-ина. А Питер предпочитает сам быть в роли атакующего. Марианна показывает руку, король и дама. Классный блокер на 2 оверпары и вполне классный блеф. Стоило ли китайцу рискнуть? Пожалуй, 50 на 50. Но винить его в трусости не будем, уж очень глубокие стеки. Двигаемся дальше. Дэн Кейтс с разномастными валетом и семеркой. Конечно, топ-пара для входа колом. Дилан коллирует с валетом и десяткой. Питер на большом блайнде, мистери хендом рейзит до $2200. Джанглмен уверен, что его рука отлично смотрится в продолжении после огромного рейза. Но кол — это скучно. Нужно сделать 3-бет до 8000. И этого человека операторы причислили к нитам? Впрочем, Кейтс знает, что Питер рейзит с половиной колоды. Может, удастся его выбить? Нет, китаец жмет кол без позиции. Теоретически он должен иметь относительно сильный диапазон. Флоп супер скоординированный. Дама, валет 9. У Кейтса валет и некапнутый диапазон с тузами, королями, дамами и валетами. Но готовые сеты сильно напряглись бы, глядя на такую доску. Оба решают прочекать. Джанглмен понимает, что Питер может агрессивно рейзить на таком борде, так что лучше придержать банк. Терн бланк. Тройка. Питер лидит небольшой ставкой чуть больше трети пота. Кейтс со второй парой не может выбросить. Кол. Ривер. 8. Отвратительная карта для префлоп агрессора, которая закрывает тонну сетов. Еще и Питер двигает в центр стола огромную стопку фишек почти величиной в пот. Ну что, Дэн, что будем делать? А теперь самое время поставить видео на паузу и написать подсказку Джанглмену. Проверь свой уровень игры в покер. Получай новый контент раньше всех. Уникальные бонусы для покеристов. Все это в нашем телеграм-боте. Также ты сможешь записаться на пробное занятие в Академию покера и достичь результатов, как наши ученики. Ссылка на бота уже в комментариях под видео. И сейчас мы узнаем, выбросил ли свою руку Джанглмен или сделал очень тонкий кол. Кейтс выбрасывает. Спрашивается, ну и зачем было лезть в такой спот? Ну и раз уж мы против Питера, можно ли было блеф кетчить? Блефов-то у китайца много. И да, именно блеф тот и показывает. Туз 6. Дикая связка для кола на префлопе, зато эффектный блеф на ривере. Так можно ли было коллировать ривер? Даже против Питера не стоит это делать. В борьбе с лагами нужны руки получше или хотя бы крепкий блокер на нац. Ну а Дилан, у которого на префлопе была десятка, наверняка внутренне проклинает свое невезение, которое вылилось в глубочайший даунстрик за последний месяц. Идем далее. Переносимся сразу на флоп. Какое удивление, у нас снова не продохнуть. 8 участников дружно решили глянуть общие карты. На столе туз валет 3, причем 2 карты бубновой масти. Достаточно динамичная доска с большим количеством флеш-дро и гадшотов. Естественно, в таком громадном мультипоте нужно очень ответственно относиться к выбору рук для ставки, ведь эквити размазана на всех. Минимум для ставки – допер или хорошее дро. Последнее никогда не имеет блокеров, так что фолд эквити почти не генерирует. Зато позволяет посмотреть терн за свою цену, если повезет. Как раз допер у Дилана. Он ставит $1000, в банк 1700. Раздачу колами поддерживает Питер, Рэмпейдж и Эйрбол с гадшотами, а также 3 коин с неизвестной нам рукой. Девятка на терне мало на что повлияла, так как 5-карточных нацев доска все еще никому дать не способна. Дилан продолжает собирать value, ведь оно и правда сильно выше диапазонов кола соперников. Ставка 4000, кол от Эйрбола. Скажем прямо, минусовый кол без позиции с гадшотом. В случае доезда он почти никогда не соберет нужное value. 3 коин тоже кол. Вот это интересно. Диапазон его широк. От топ-пар до флеш-дро и 2 сторонок. Сеты и доперы мы исключаем, так как он бы их рейзил еще на флопе. Идем на ривер. 8 не в масть к доске. Флеш-дро не закрылись. 2 чека. И Дилан уверенно ставит 3-й баррель. 13 тысяч, в банк 18 700. Airball Fold, а вот 3 коин заряжает all-in. Итак, у нас допер. Что же сделал Дилан? Call или Fold? Пишите в комментариях ваш вариант. И совсем скоро
Подсчитаем общее количество правильных ответов. А теперь мы узнаем, как поступил Дилан. Естественно, через боль и страдания мы обязаны калировать. И причина не в героизме, а в математике. Дилан намертво привязан к банку. У него в стеке 13 тысяч, а в банке 58. Фолдить можно только с железной уверенностью, что Трикоин не зарейзит с доперами младше. Единственное, что он бьет, так как голых блефов здесь вообще нет. Кол. И смотрим на доехавший стрит. Дилан, может, пора сделать паузу? В этом сезоне дисперсия не на твоей стороне. На этом все. Поделитесь в комментариях, сколько правильных ответов вы смогли дать за эти 4 непростые задачи. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, если такой формат видео вам понравился. У нас на канале уже вышло много других интересных форматов. Например, покерное «Что было дальше?». Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Пока!